Эрдоган и Нетаньяху. Неожиданный альянс. Почему Турция ищет контактов с Израилем? Отказ Нетаньяху. Новая администрация в Дамаске. Планы и риски. Роль США, Израиля и Турции в Сирии. Как изменятся отношения России и Сирии? Возможный сценарий гражданской войны в Сирии. Об этом мы поговорим в этом выпуске. Эрдоган стал искать альянса с Нетаньяху. К чему готовится новая власть в Дамаске? Израильские СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Израилю сообщение по специальным каналам связи для координации с Турцией военных действий в Сирии, аналогично механизму координации, который был с Россией. Но согласно израильскому 12-му каналу, Израиль не ответил на просьбу Эрдогана. Почетный профессор исследований Ближнего Востока и Центральной Азии Австралийского национального университета Амин Сейкул считает, что в Израиле решили на данный момент не отвечать на просьбу Эрдогана, поскольку Тель-Авив хочет повлиять на то, что произойдет в Сирии, и на правительство, которое там будет сформировано. Почему Эрдоган вдруг стал искать контакты с Израилем в Сирии, тогда как многие российские эксперты утверждают, что главным выгодополучателем от падения режима Асада является Турция, а не Израиль? Если это так, то Израиль должен был бы пытаться налаживать диалог с Турцией, а не наоборот. Более того, буквально недавно Эрдоган говорил, что Израиль может представлять угрозу национальной безопасности Турции, не только ущемляя ее интересы в регионе, но и напрямую. Дело в том, что Эрдоган, разыгрывая палестинскую карту, проиграл на арабском фронте. Многие арабские страны не пошли на разрыв с Израилем. Они открыто выступают против вовлеченности Турции в Ираке, Ливии и настороженно относятся к политике Турции в Сирии после свержения Башара Асада. Помимо этого, занимаемая Турцией антиизраильская позиция на палестинском направлении выводила ее в одну плоскость с Ираном, который оказался в жестком противостоянии с Израилем. Что касается Сирии, то у Турции и Израиля на этом направлении были разные цели. Сейчас никто толком не может объяснить, почему Эрдоган отказывался мириться с Асадом и какой фактор в этой ситуации был определяющим, если выводить за скобки личную мотивацию Эрдогана. Другое дело Израиль, который намеревался ослабить или уничтожить в Сирии плацдарм для действий Хамас и Хезболлы. Цель достигнута. Но Израиль получает на своей границе новую силу – Турцию, и большой вопрос, выиграл ли он от этого. Когда потенциально получая вместо шиитской оси сопротивления, в котором действовал Иран, получил возможный альянс против себя суннитских стран. Но у турок уходит эйфория после победы в Сирии, потому что против них выставлен поддерживаемый США и Израилем курдский фактор с более широким географическим охватом, нежели прежде. Как с этим будет разбираться Эрдоган – большой вопрос. Он уже открыто заявляет об опасности появления новых карт Ближнего Востока. В Дамаске новая сирийская администрация планирует в ближайшие дни провести расширенную конференцию по всеобъемлющему национальному диалогу с целью формирования консультативного совета, который получит законодательный статус и станет генеральным секретариатом, осуществляющим до выборов надзор за работой нового правительства. Но, как считает телеканал Аль-Джазира, нет ясности относительно тех политических сил, которые приглашены на этот форум. Указывается, что в мероприятии примут участие деятели, работающие в политической революционной сферах, высокопоставленные лица из сирийских провинций, художники, писатели, академические деятели и шейхи племен. Но, по мнению американских экспертов, переходный процесс в Сирии должен вести к крупному стратегическому сдвигу в арабском Леванте, а именно маргинализации Ирана и укреплению умеренных прозападных арабских правительств, которые открыты для укрепления отношений с Израилем. Для этого необходимо сформировать в Дамаске, как пишет Foreign Affairs, не кабинет интеллектуалов, а инклюзивное сирийское правительство, которое способно сдерживать угрозу исламского государства и другие экстремистские угрозы, быть хорошо интегрированным в арабский мир, чтобы держать под контролем внешнее влияние, в том числе со стороны Турции. При этом, как говорит госсекретарь США Энтони Блинкен, мы не хотим, чтобы в Сирии одна экстремистская группировка уступила место другой экстремистской группировке. Кстати, по данным Аль-Джазиры, США на переговорах в Дамаске представили так называемые «документы давления», а именно контроль Запада и США над правительством Сирии,
включая защиту религиозных, сектантских и этнических меньшинств, вовлечение всех компонентов, сегментов и спектров в управление Сирией, недопущение преследования женщин и лишения их прав, а также предоставление им свобод и уважения, а также контроль над государственными учреждениями и банками. В свою очередь, Израиль, считающий, что в Дамаске происходит политическая легализация поддерживаемых Турцией джихадистов, контролирующих правительство, не намерен покидать Голанские высоты, которые он захватил в виде буферных зон после падения режима Асада. Тель-Авив предполагает, что Сирия может стать исламской республикой, но точного сценария развития событий пока никто не знает. Тем не менее, это создает и будет создавать проблемы не только между новой администрацией в Дамаске и Тель-Авивом, но и в отношениях Тель-Авива с Анкарой. Не случайно и то, что нынешнее израильское вмешательство в Сирии стало более масштабным, чем раньше. Израиль считает это частью главной войны, которой является его война с Ираном. Поэтому желание Эрдогана вступить с ним в альянс оценивает только как тактическую уловку. И еще вырисовывается интригующий контур в политике Израиля. Характер отношений между Москвой и Тель-Авивом мог различаться, особенно после войны России в Украине. Но российско-израильские договоренности оставались в силе, хотя и в относительно общих рамках, поскольку Израиль напрямую не нацелен на безопасность и военные позиции российских войск в Сирии, тогда как Турция рассчитывает, что Израиль сможет помочь Анкаре вновь завоевать расположение Вашингтона. Главное теперь в том, как дальше будет выстраивать свою политику на Ближнем Востоке сам Израиль. Он не исключает сценарий полномасштабной гражданской войны в Сирии, и все будет зависеть от того, как Хаят Тахрир аш-Шам справится с проблемой этноконфессиональных меньшинств, в частности, от их политики в отношении алавитов и курдов. Если будут репрессии, активные боевые действия могут вспыхнуть с новой силой. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Постскриптум. На этом фоне армия обороны Израиля расширяет свое присутствие в сирийской провинции Кунейтра. Цахал уже потребовал эвакуировать всех представителей новых и старых властей из районов своего присутствия. Добавим, что Аш-Шара, он же Аль-Джулани, хочет поддерживать уважительные отношения с Ираном и Россией. Сирия не может продолжать существовать без отношений с такой важной региональной страной, как Иран, заявил фактический лидер Сирии Аль-Джулани, подчеркнув, что отношения должны основываться на уважении суверенитета обеих стран и невмешательстве в дела обеих стран. Джулани также сказал: «Все сирийское оружие российского происхождения, и многие электростанции управляются российскими специалистами. Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии, как того хотят некоторые», подытожил Аль-Джулани. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.